Пока идет война в Украине, вряд ли у России будут свободные ресурсы, чтобы новую войну начинать. И для них Казахстан, речь идет о восточном и северном Казахстане, который граничит с Сибирью. И где много русскоязычного населения. Да, очень много, не только русскоязычного, но просто русского населения. Они считают себя русскими, они в Северо-Казахстанской области и Восточно-Казахстанской области, они там в большинстве даже преобладают. Ну, Казахстан уже как бы, я сказал, что уже в 90-х старался обеспечить перед такого типа событиями возможными, перенося столицу из Алматы в Астану, в центре на север Казахстана, он создал как бы центр казахской культуры, казахской политики, казахской экономики тоже. Астана сейчас это не давний Целиноград, это центр экономической жизни, один из центров, можно сказать, потому что Алматы сохраняют свое значение на юге Казахстана. Казахстан обеспечил себя, кроме угроз, прямых, непрямых угроз со стороны не политиков первого ряда из России, но такие угрозы были. Но Казахстан как бы, пока показывает, что он не боится, наоборот, он как бы идет как бы навстречу России во многих вопросах и старается доказать, что он надежный союзник. Все-таки вот это опасение этого русского мира, оно существует, и в мае этого года, насколько я так понимаю, что власти страны запретили въезд каким-то российским политикам, которые, цитата, за враждебные высказывания, тем, кто намекал, будто бы, опять же, север Казахстана исторически русский. Не сказал бы, что это началось в 22-м или в 25-м году. Действия казахстанских властей против пророссийских или российских сепаратистов на севере Казахстана, они начались еще в первой половине 90-х годов. Были уже попытки создавать такие организации, которые как бы требовали усиления российского влияния, особенно в северном и восточном Казахстане. Они были прекращены, и я бы сказал, даже силовым методом задействована была и Комитет национальной безопасности. А тут Казахстан старается доказать своим северным соседям, что дело не получится так просто.